Приветствую вас, уважаемые зрители! В этом ролике вы узнаете, как сделать вот такие ступени. Ну и, конечно же, расскажу немного о покраске, а про ступени будет полный обзор. Не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Ну и в конце ролика обязательно выскажите свое мнение. Палец вверх, ну или дизлайк, если вам не понравится. Устраивайтесь поудобнее, приятного просмотра. Поехали! Значит, что я сделал первым делом? Первым делом нанес, обеспылил. Была обычная плита, я ее обеспылил, увлажнил, подождал, нанес плиточный клей, усиленный для керамогранита, подходящий для фасадных работ, под гребеночку, чтобы когда я здесь разравнивал, у меня раствор держался хорошо на месте. И после высыхания клея на следующий день набил сетку. После набивания сетки, естественно, образовалась пыль, и эту пыль я ее сдул. Сейчас немного увлажнил, прошло 30 минут, уже влага почти улетучилась, кое-где можно немножко сбрызнуть. Вот. И теперь завел раствор по формуле идеального раствора, но воды немного уменьшил. Ссылка на раствор будет обязательно в описании. Заходите и смотрите, как монтировать сетку, какую использую сетку. Тоже есть у меня на канале, ссылка также будет в описании. Вот, теперь густеньким раствором начинаю с верхней плиты и потихонечку спускаюсь. Поехали. Ориентировочный слой будет где-то 2,5 сантиметра. Раствор крепкий, фибра 12 миллиметров, в нем плюс здесь сетка. Кстати, формулу идеального раствора я добавил еще 50 миллилитров. На 50 миллилитров налил больше пластификатора. Пока уровень я никакой не задаю, моя задача тщательно втереть раствор, чтобы была максимальная адгезия, вот, и задать первоначальный уровень вдоль двери. Так, да, можно имитировать как виброреечку, да? Качественно уплотнился раствор, воздух вышел и не было пустот внутри раствора. В таких местах, в углах неудобных, можно использовать инструмент калибра поменьше. Изначально нужно полностью хорошо распределить раствор. Это самое главное.
Теперь берем уровень. И он в роли правила и новичка. Сейчас проверим уклончик. В этом направлении у меня около сантиметра. Хорошо. И таким образом проверяю места. Уклончик немного есть сюда. Уклончик немного есть. То есть порядка около 1 сантиметра, чуть меньше. Где-то 6-7 миллиметров на 80 сантиметров. Отлично по допуску. Ну еще проверю здесь от центра сюда, чтобы в центре не было впадин. Раствор густой. Раствор великолепно удерживает уровень. Так, здесь я думаю чуть-чуть надо будет вот здесь добавить. Вот здесь бугорочек, здесь будет ямка. Сейчас проверим. Уровень, естественно, я помою. Вот я вижу локальные ямки. Больших провалов под уровнем нет. Небольшой уклон сюда есть. Да, а вот здесь большая ямка. Теперь в центр я немного добавляю раствора и от центра разглаживаю к краям, чтобы вот в середине не было чтобы не было здесь ямы. Это так я работаю без маяков. Можно, конечно, взять гладилку побольше. Ей будет немного удобнее. Если у вас есть швейцарская, то, пожалуйста, можете пользоваться. Вот так вот. Идеально гладко не надо, потому что будет сейчас еще рельеф сформирован.
Вот, и доработаю сейчас вот эту кромочку. Вот видно, да? Здесь впадина. Так, подходим к отступе. Вот, для начала делаем плоскость. Вот уплотнили раствор. Теперь мы видим, что здесь у нас явно не хватает раствора. И аккуратненько откидываем. Так. Вот так, друзья. Точно так же делаем ту часть, вам не будет видно, но аналогично.
Есть у меня вот такие штучки, где их заказать, я тоже ссылку оставлю в описании. Я ими пользуюсь очень редко, но в основном на ступенях. Все остальное доработается после подсыхания. Вот в таком состоянии пока вообще ничего не понятно. Но ждем подсыхания и дорабатываем. Ну, по ступеням процесс похож. Далее, друзья, спустя час по мере схватывания раствора обязательно намочили и прошли.
Вот и начался этап покраски. Это первый базовый подложечный слой, лессирующий, так сказать, грунт с колерами. Значит, какие колера я здесь использовал? 2% коричневого колера, 1% бежевого и 0,5% черного. И получилась вот такая достаточно коричнево-темная такая вот масса. Вот вы видите, да? Друзья, к сожалению, у меня не получилось снять первый слой покраски ступеней. По недоразумению я не нажал кнопочку «Запись». Но смысл вы уже в принципе знаете. Здесь я показываю, как я заливаю цоколь первым слоем грунтовочным с колером. По ступеням все проходило приблизительно так же. Заливаю, местами растушевываю, местами подливаю чуть больше, местами просто кисточкой убираю все это, растушевываю, так скажем. Тщательно прошел верха, тщательно прошел низа и наношу уже в центр ступени. Принцип прохождения такой же. Сначала края, потом заполняем середину. После первого грунтовочного слоя с колером ступени выглядят именно так. Здесь уже происходит второй слой покраски с использованием непосредственно краски. Итак, что я сделал? Краска база С 1 к 1 смешан с грунтом и довел до такого темно-шоколадного цвета. Использовал коричневый, черный, шоколадный и немного бежевого. Теперь этап нанесения. Посмотреть методику, как я наношу. Я наношу по диагонали, так как это имитация такого мрамора. И мраморные ступени, я видел, они сделаны именно так. Диагональная у них фактура, такой рисунок, узор. Поэтому я его имитирую. Не заливаю легкими и плавными движениями. Не знаю, как здесь обойтись без краскопульта. Вручную так покрасить будет реально тяжело. Можно использовать, конечно, воздушные компрессорные системы, но электрический он более мобильный, более удобный. Ну и в принципе по финансам он выигрывает однозначно. После подсыхания я разбавил краску для третьего слоя и прошел ей тоже хаотично, но иногда сделал это перпендикулярно, чтобы немного размыть эти сформировавшиеся цветные полосы. Ну, для такого, скажем так, не ярко выразительного рисунка. Мне нужно было его как-то сгладить. Я сделал именно так. Вы можете делать на свое усмотрение, как вам нравится. После высыхания второго слоя, для третьего слоя я использовал вот такой горчичный цвет. Это охра, беж и черный. И локально проходился тоже по высветленным местам, но, сказать честно, немножко переборщил. Итак, друзья, после третьего слоя нам заказчикам показалось, что вот этот светлый тон немножко стал преобладать, и мы решили его немного убрать. Поэтому я взял четвертый тон, я сместил второй и первый тон. В пропорциях первый тон одна часть, второй тон две части. Сделав его таким вот темненьким и прошелся слегка по местам вот этих высветлений. Где мне казалось его многовато, я там подтемнил.
и тем самым очень хорошо угодил заказчику. Это и было максимальное удовольствие для меня плыть с заказчиком на одной волне. На пятом слое покраски я применил достаточно известный прием прохождения по макушечкам в местах сколов и грубого рельефа. Я взял на базе А на белой краске, добавил в нее бежевого колера и сделал такую светло-бежевую красочку. И пробежался по всем макушечкам, в том числе и ступени. Но, к сожалению, я не снял опять по ступеням. Этот день очень сильно пекло солнышко, поэтому я спрятался в тенечек и показал вам саму методику. Этот метод, он достаточно такой на любителя, скажем. Можно его применять, можно его не применять. Небольшую глубину, небольшую игру цветов он еще придает и смотрится достаточно симпатично. Вот нижний камешек вы видите, такой рифленый, он тоже пройден по макушечкам, цветом охры. И тоже придает определенного шарма и контраста. В этой технике главное не перестараться. Легкими движениями, полусухой кистью. А завершающим, шестым этапом, это лакировочный слой. Лак использовал акриловый на водной основе и прошел им 2 слоя с промежуточной сушкой 1 час. По нанесению лака тоже очень много нюансов, поэтому я всем рекомендую внимательно читайте инструкцию, указанную от самого производителя на баночке с лаком, и не отступайте от нее. Это очень важно. Друзья, вот и конечный результат работы. Надеюсь, ступени вам понравились. Видео тоже. Не забывайте подписаться, кто еще не подписан. Поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Оставьте комментарий, что вы думаете о моей проделанной работе. И ставьте палец вверх для поддержания. Ну, я, как всегда, желаю вам творческих успехов. До новых встреч. Пока.